Всем привет! Это третий видеоурок по системе инвентаризации и модульного оружия. В прошлой части я рассказал, как создать и добавить, а также и настроить игрока в сцене. Теперь в этом уроке я расскажу о двух компонентах: Inventory Base и Stash System. Так, давайте начнем. Первая секция Debug for Developer. Activate Debug Mode. Если мы включим эту галочку и запустим нашу игру, когда мы нажмем I, откроем инвентарь, то под каждой ячейкой, которую может содержать в себе какой-либо предмет, у нас появится текст, индикатор того, занята ли ячейка у нас, либо она свободная. Это очень удобно при тестировании каких-либо новых функций в инвентаре. Так, давайте пойдем дальше. Следующий параметр Hide Stash. Если мы его включим и зайдем в игру, также открыв инвентарь, у нас в правой части экрана появится дополнительное окно, в котором мы можем работать так же, как и с обычным рюкзаком. То есть это очень удобно, когда вы работаете опять же с новыми функциями, либо тестируете какие-то новые предметы, которые имеют другие размеры, то есть нестандартные вы хотели добавить и тому подобное. Ладно, давайте продолжим дальше. При включенном параметре Unhide Stash, вернее Hide Stash, если мы перейдем во вкладку Stash System, у нас есть параметр Size of Stash. Здесь вы можете выбрать размер этого самого окна, то есть 10 на 20 это будет означать, что количество ячеек будет равняться 10 в ширину и 20 в высоту. Так, давайте идем дальше. Вернем все как было и пойдем к следующим параметрам. Attributes. Activate Pass World. Так, давайте добавим на сцену один элемент Particle System. Переместим его туда, где наш игрок. Так вот, и запустим сцену, не меняя настройки, какие у нас были. Так, мы видим, что у нас здесь есть система частиц. При нажатии Escape, то есть когда мы заходим в меню, у нас мир или сцена останавливается. То есть этот параметр означает, когда мы нажимаем на Escape, то есть заходим в меню, останавливать ли нам сцену, либо нет. Так, давайте я немного перемещу, потому что мой игрок застрял. Следующий параметр Delete all saved files. Так как актив не загружает при рестарте сохраненные файлы, то есть чтобы не было или во избежание каких-либо ошибок, то есть допустим мы во время игры добавили какие-то предметы, разделили те предметы и удалили те предметы, то есть когда мы перезаходим в игру, то у нас сцена не сохраняется в том состоянии, в котором мы сохранили наши все предметы. Вот, чтобы избежать получения ошибок при каждом старте, при каждом запуске игры, у нас будут удаляться все сохраненные файлы. Дальше, следующий параметр Force to Drop. Это означает то, что когда мы будем выкидывать предметы из инвентаря, то он откинется или выбросится от игрока в рандомном направлении силой, равной тому параметру, который вы поставите здесь. Так, следующая секция Player. Параметр is FPS Mode означает то, что мы сейчас работаем с игроком от первого лица. Если мы выключим этот параметр и включим нашего игрока, при этом выключив первого игрока, так как из предыдущего урока вы знаете то, что мы прикрепили к нашему компоненту или к нашему GameObject FPS камера значение или tag main камера, при этом у него есть audio listener компонент, и чтобы не было двух компонентов audio listener и движок нам не выдавал ошибок, выключим этого игрока. Теперь, когда мы запустим нашу игру, мы будем теперь управлять игроком от третьего лица. Ладно, давайте вернем все как было. Следующая секция статистика. Эта секция не играет в основном не играет никакой особой роли на работу системы инвентаря.
единственное, что может повлиять, это start money, так как мы иногда можем работать с магазином. Вот. Кстати, вот 2 штуки мы имеем на сцене. При запуске игры, если вы нажмете I, то есть зайдете в инвентарь, в левом нижнем углу у нас есть такой текст money. И туда автоматически присвоится то значение, которое вы назначили здесь. Следующее, money type, virtual либо physical. Это означает то, что мы работаем сейчас с виртуальными ресурсами, либо с физическими, у которых есть модель. Но данная система или данный тип physical на данный момент не до конца реализованы. Так, с этим параметром мы разобрались. Все остальные параметры, они являются дополнительными. Вы можете поиграться с ними, как вам поставить какие-то параметры и так далее. Так, следующая секция, tooltip. Ух ты, у меня тут 1000 стоит. Так, давайте поставим 0.5. Следующая секция, tooltip. Давайте зайдем в игру, откроем инвентарь. Кстати, почему-то у меня не выключился. Давайте сделаем так, EFT, посмотрим, стоит. Давайте зайдем опять в игру, откроем инвентарь. Теперь, когда мы будем наводить нашей мышкой на предмет, у нас будет появляться над мышкой, над курсором, некая такая подсказочка с надписью, что это за предмет. Теперь, первый параметр, wait for second. Это означает, сколько нам надо ждать времени, чтобы появилась эта самая подсказка. Следующий параметр, tooltip. Это ссылка на префаб нашей подсказки. Следующий параметр is modding tooltip. Если он включен, то во время моддинга оружия мы можем включить галочку Activate Race, и при наведении мышкой на какой-либо предмет или на какой-либо attach нашего оружия у нас появляется подсказка. Следующий параметр tooltip M. Это ссылка на нашу подсказку, именно с которой мы работаем в системе уже моддинга. Она отличается от предыдущей подсказки тем, что у нее есть некая такая область с каким-то текстом, который мы можем вводить. То есть это описание этого предмета, оно вводится абсолютно как угодно, либо вы можете его завести при создании нашего предмета или нашего оружия, если мы его откроем. Так, давайте. Вот, у нас есть какие-то предметы, и к ним прикреплен компонент tooltip. Теперь, меняя параметры description, например, поставим здесь так. Так, это у нас был barrel. Давайте наведем на barrel. Вот, у нас появился этот текст. Дальше. Следующий параметр. Tooltip. Следующий параметр max distance. Этот параметр отвечает за то, на какое максимальное расстояние будут испускаться лучи от будут излучаться лучи от экрана, чтобы мы могли отследить столкновение с нашим объектом. Этот параметр оставляем как есть. Следующий параметр wait for destroy. Сколько надо времени ждать, чтобы данная подсказка отключилась. Ну, tooltip key – это кнопка переключения данных двух модов или режимов. Следующая секция keys. Она отвечает за горячие клавиши нашей системы инвентаря. То есть на I мы открываем инвентарь, на F мы поднимаем предмет, то есть взаимодействуем с предметами в сцене. Следующая секция select icons. Давайте запустим нашу сцену. Откроем наш инвентарь. Нет, давайте сначала возьмем какие-то предметы. Вот. Теперь первый параметр hover color. При переносе предмета у нас под переносимым предметом появляется некоторая такая область. То есть она копирует размер
иконки, размер нашего предмета. То есть первый параметр отвечает за вот эту область, то есть за свободную область, то есть в которую мы можем положить наш предмет. Второй параметр: если мы переносим предмет за пределы нашей области, нашего бэкпака, то есть рюкзака, у нас появляется некая такая красная уже область. Это индикатор того, что мы не можем расположить там наш предмет. Так, следующая секция — моддинг. Эта секция работает с системой моддинга уже, моддинга оружия. Так, давайте посмотрим. Первый параметр: Activate modding from enemy. Если этот параметр отключен, то при... Так, у нас не открыто, давайте... Если у нас этот параметр включен, вернее выключен, то мы не сможем модифицировать наше оружие от другого игрока, или, как я его называю, enemy. Если эта галочка включена, то мы не можем модифицировать наше оружие из окна работы с другими игроками. Как вы видите, не было кнопки модифицировать. Давайте включим эту опцию моддинг и проверим еще раз. Теперь, как вы видите, у нас появилось это окошко, и мы теперь можем модифицировать это оружие. Следующий параметр: Deactivate Dynamic Attacher. Давайте сначала выключим этот параметр, зайдем в нашу игру, возьмем оружие, возьмем пару предметов и попробуем перенести наши аттачи на оружие. Как видите, мы не можем прикрепить их. Теперь, если мы активируем режим моддинга, динамического моддинга в инвентаре, то мы при переносе аттача на оружие, оно автоматически прикрепляется к нему. Так, следующий параметр: Icon Render Style. Давайте зайдем в окно моддинга. Как видите, все иконки располагаются в пространстве, как бы в пространстве. Они перемещаются вместе с моделью. Теперь, если мы включим режим или стиль Ellipse и зайдем обратно в моддинг, то у нас так неправильно. Я совсем забыл то, что у меня этот параметр присваивается в системе, в компоненте item, то есть в компоненте inventory base при старте. Если мы его включим, так, давайте зайдем обратно в нашу игру, возьмем наше оружие, перейдем во вкладку моддинг. Как вы видите, теперь стиль расположения наших иконок совсем другой. Они как бы располагаются по эллипсу, также вращаются по нему, перемещаются и тому подобное. Но я привык работать в Space, так скажем. Так, следующая секция Titles. Эта секция отвечает нам, вернее, здесь располагаются все ссылки на наши, так скажем, заголовки наших окошек или зон. Например, Save Backpack. Это и наша кнопка. То есть, если вы заметили, когда мы заходили в окно моддинга, у нас кнопка меняла свое название на Save. Мы вышли, поменяла на Back. Дальше, окно, чтобы не соврать, как его, стаж окно. Также у нее есть свой заголовок. Давайте его активируем. У него есть заголовок. В данном случае пока что это loot. Когда мы открываем, например, enemy рюкзак, давайте запустим и откроем нашего, так скажем, врага. Как видите, у нас колонка title, она поменяла на свое название. Соответственно, это просто динамически меняет какие-то
какие-то заголовки в процессе работы с инвентарем и так далее. Так, давайте перейдем дальше. Мини-меню. Данная секция отвечает за то, какой тип или какой стиль мини-меню у нас будет создаваться. То есть, как его активировать. Когда мы наводим мышкой на наш предмет и нажимаем правую кнопку мыши, у нас появляется такая вот менюшка, называемая мини-меню. В данном случае у нас выставлен колонн, то есть колонны. Если мы поставим какой-нибудь другой, circle, например, у нас появится мини-меню в виде circle. И все кнопки, их здесь несколько, они будут автоматически подгружаться в зависимости от типа предмета. Как видите, здесь уже больше и тому подобное. Также есть circle with line, то есть от места нажатия у нас будет появляться такая линия и выноситься наш вот этот элемент мини-меню в бок. Так, следующая секция Inspect Window. Давайте зайдем опять в игру, возьмем несколько предметов, нажмем правую кнопку мыши и вызовем функцию или нажмем кнопку Inspect. При этом у нас появится такое вот окошечко с нашим предметом. То есть здесь есть его статистика, есть какое-то описание. Теперь первый параметр Windows Restrictor. Он отвечает за то, какое количество данных окошек мы можем создать. Например, как видите, у нас пока стоит 4, мы сможем создать только 4 окна. При этом каждое следующее окно. Так, что нет, все верно. Давайте я попробую еще одно взять. Так, первое окно, второе окно, третье окно, четвертое окно, пятое. Пятое не работает, потому что мы выставили параметр 4. Давайте поставим 5. Теперь, по идее... нет, не сможем, потому что данный параметр надо менять вне игры. Давайте проверим еще раз. Возьмем еще несколько предметов. Inspect. Вот. Мы создали 5 окошек. Второй параметр Inspect Window – это ссылка на наш префаб нашего окна. Третий параметр Inspect Window Render – это ссылка на нашу, так скажем, сценку. В данном случае она пока не нужна нам. Давайте, если мы ее откроем. Так, что-то притормаживает. Что-то он генерирует свет. Как видите, это просто сцена, где происходит наш рендер предмета. Так, давайте перейдем дальше, в следующую секцию. Inspect Window Render Scene. Здесь также ссылки на наше место, где мы рендерим картинки. И, соответственно, камеры. Это просто ссылки для работы инвентаря. Также Root Spawn. Первое. Root Spawn Weapon Modding. Это ссылка на, так скажем, ссылка на место, где будут появляться или спавниться предметы. Вернее, не все предметы, а только наше оружие. Почему я разделил два параметра с Root Spawn Item, то есть место, где спавнятся все предметы, за исключением оружия, и Root Spawn Weapon Modding? Потому что, когда мы будем работать с системой моддинга, моддить наше оружие, то мы не искали наше оружие среди всех тех предметов, которые есть в нашем инвентаре. Если их у нас там 100 предметов, тогда получается нам надо перебрать все 100 предметов, чтобы найти наше оружие.
в дальнейшем, в будущем я это буду упрощать и избавляться от двух вот этих папок. Хотя, возможно, только от одной. Root Spawn Item Attachments. Так, давайте перейдем дальше. Root Not Visible. Это место или этот GameObject нам нужен, когда мы работаем с окнами рюкзака. То есть во время работы, давайте я его включу и давайте протестируем, как это все работает. Как видите, мы закрыли наш рюкзак, и при этом все предметы, какие были у него, они переместились в эту папку. В этот объект. Вот. Это то же самое, упрощает поиск. Давайте перейдем к следующему параметру. Root Item Spawn Involved. Это место, где будут появляться предметы, когда мы их будем выкидывать из инвентаря. Item Spawn Point. Как вы уже знаете из предыдущего предмета, в это место будут спавниться предметы, которые будут прикреплены к игроку. Так, давайте перейдем в следующую секцию. No Place. Так, давайте сначала зайдем в игру. Выкинем предмет. Теперь, что означает эта секция? Когда мы пытаемся поднять предмет, и при этом у нас в инвентаре нету места, либо вообще нет куда положить, и при попытке взять предмет у нас появляется, в зависимости от типа, который мы выбрали, у нас будет появляться такая надпись: нет места. Если мы поставим No, значит ничего не будет появляться. Поставим Loot Window, у нас будет появляться, вернее активироваться наш Stash Window. То есть дополнительно наша область. Для чего нам надо вообще вот это? Допустим, у нас есть инвентарь. Давайте возьмем предметы. Как вы видите, у нас нет места в инвентаре. Давайте попробуем взять предмет. Система посчитала, что у нас нет предмета. Она открыла нам новое окно, в котором теперь мы можем видеть, какой предмет мы хотим добавить в инвентарь. И при этом мы можем взять и выкинуть какие-то предметы. Освободить место, перенести этот предмет сюда, закрыть окно. При этом он у нас появится в инвентаре. Так, давайте дальше. No Place Plane — это просто ссылка на нашу вот эту, на нашу плоскость или на наш текст, который появлялся на экране. Так, Root — это ссылки на наши какие-то объекты, с которыми работает инвентарь. В данном случае это Canvas, Root. Ссылки нужны, чтобы работать с ним. All the parameters. Секция Items Drop Prefab. Это ссылка на нашу, так скажем, заготовку для предметов. Когда мы будем выкидывать предметы или создавать какие-то предметы в инвентаре, нам понадобится этот префаб, чтобы назначить все параметры для компонента Items Drop. Так, следующий параметр Hood UI. Ссылка на наш UI. Amount of bullets. Это параметр. Хотя я не знаю, почему я его поставил именно сюда. В будущем я этот параметр отсюда уберу. Но он отвечает за то, какое количество патронов мы можем стаковать. Да, я думаю, в следующий раз или при следующих обновлениях постараюсь этот отсюда убрать, чтобы вообще не париться о нем. Passive Game Object. Теперь, данный массив содержит все элементы, то есть все объекты или Game Objects, которые необходимо отключить, когда мы будем работать с системой моддинга. То есть, когда мы нажали модифицировать оружие, все вот эти
компоненты отключаются. И затем, когда мы выходим из системы моддинга, они обратно включаются. Дальше. Active Game Object. Этот предмет должен всегда оставаться активным. Даже при работе с окном моддинга и при работе с инвентарем. То есть это наша кнопочка. Sorting Game Object. Это ссылки на наши такие кнопочки. Так, давайте посмотрим. Включим наш Hide Inventory. Это ссылки. Так, давайте заново. Это ссылки на все наши кнопки. Так как в процессе игры вы можете добавлять или создавать много таких окон с подобными кнопками, вам надо включать все эти кнопки в этот список. То есть, когда мы работаем, например, когда мы работаем с окном стажа и нажали на определенную кнопку, то мы могли знать, что мы нажали именно на эту кнопку, и она прикреплена к окну или к области вот этого стажа. Либо же, когда мы работаем с, как видите здесь, Story, то есть магазин, когда работаем с магазином, нажали на кнопку в магазине, то система знала, что мы должны именно сортировать предметы в окне магазина. Так, ну как она работает? Давайте перейдем побольше предметов. Нажали на одну кнопку, стали неактивны те предметы, которые не относятся к этому классу. Как вообще определить, к какому классу должен относиться данный предмет? Когда вы создаете предметы, давайте возьмем какой-нибудь предмет, или в принципе отсюда можно. Items. Когда вы создаете предметы, у предмета есть такой параметр, как Sorting Type Tag. Вы здесь выставляете необходимый вам параметр, например, Weapon, Pistol, Knife и тому подобное. Все эти параметры отвечают вот этим параметрам, то есть они дублируют их. Так, давайте перейдем дальше. Наш урок что-то затянулся. Hotbar. Ну, здесь ссылка на нашу вот эту панельку быстрого, так скажем, доступа к предметам. Ничего особенного. Это ссылка на наш предмет в UI, а это ссылки на наши предметы, на наши слоты в системе инвентаря. Параметры Resident Evil 4 Parameters, или секция вот эта, она относится больше к системе или к интерфейсу инвентаря вот этой Resident Evil. Но об этом об этой секции мы поговорим тогда, когда будем рассматривать уже инвентарь, интерфейс инвентаря Resident Evil. Первый параметр Size of Stash. Ну, мы его уже рассмотрели. Это размер нашего окошка. Content. Это ссылка на место, где у нас располагается вот эта область, которую мы растягиваем, потому что когда мы меняем размер нашей области вот этой, мы могли менять размер, растягивать, ту область, которую мы можем прокручивать. Как вы можете видеть, здесь прикреплен компонент Scroll View. У него есть вот такой же ползунок, и в зависимости от размера нашей области мы меняем и размер той области, которую мы можем так перемещать. Наш ползунок. Так, дальше. Здесь обычные ссылки на сетку, которая создается в зависимости от размера. Это обычные картинки, чтобы не нагружать, чтобы не создавать каждую иконочку. Здесь просто картинки. Так, это обычный текст. В общем, здесь ссылки на какие-то префабы. Это иконка, которую мы создаем.
при создании, вернее, это ссылка на префаб иконки. При создании, допустим, предмета мы создаем копию этой иконки, потом растягиваем его, присваиваем какую-то картинку, назначаем параметры и тому подобное. Ну и остальные параметры. Первое — это ссылки, где мы спавним наши предметы при переносе или при создании. Второе — это ссылка, где мы спавним наши ячейки, когда мы создаем наше окошко. Следующая секция — loot. Это секция работы с лутом, с окном лута. Данная секция или данная вообще функция, она тоже создается из этого же окна. Но размер ее уже будет задаваться из того размера, который вы задали при создании лутбокса. То есть size loot, здесь вы выбираете размер какой-то определенный, и исходя из этого размера будет создаваться уже наше окошко с необходимым количеством ячеек. Так, icon loot. Так, давайте запустим нашу игру и откроем lootbox. Теперь видим, у нас параметр icon loot стоит arrow. Когда мы откроем, у нас появляется некая такая, как ее называют еще, индикатор загрузки. Вот. Если мы поставим другой параметр %, то у нас появится уже другая картинка загрузки в виде процентов. Ну, соответственно, выставляйте свой. Также вы можете сделать какие-то свои префабы и добавить их туда. Но это уже на ваше рассмотрение. Следующее — это ссылки на наши вот эти два префаба. В этом видеоуроке мы рассмотрели два компонента. Это Inventory Base, главный компонент всего нашего инвентаря, и Stash System, который работает с окном Stash, также работает с окном лута. Вот. В следующем видеоуроке мы рассмотрим уже остальные параметры. Player System, Backpack, Loot Manager, ну и другие параметры, которые мы сможем задействовать.